Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Август 2025. Что спешит на ваш порог? Что спешит в вашу жизнь? Давайте узнаем. Хотя энергии августа вот ни разу не о спешке или о какой-то торопливости. Это будет связано с тем, что по 10, ну где-то 11 еще число, тоже ретроградный Меркурий. Мы знаем, что это какие-то могут быть информационные задержки или могут быть буквально сбои в компьютерных системах. Ну, это банально, да? А особенно, когда Уран в Близнецах. И плюс какие-то вообще, ну, как дежавю ситуации, когда мы должны, может быть, все расставить по местам, навести больше порядка в нашей жизни, или сами должны определиться с каким-то моментом в любом случае. Эти энергии нас не призывают торопиться, а вот уделить внимание отдыху, август, все же период отпусков. И если ну, даже вы никуда не едете, вы не можете себе это позволить, но какой-то полноценный отдых, он должен быть. А я бы сказала, энергии этого периода призывают нас научиться ежедневно отдыхать. А вы очень сильные люди. И вы можете думать, да, я тут сейчас еще горы сверну, у меня еще сил хватит на все. Нет, вы знаете, тут именно ежедневное восстановление. Это внутренняя именно энергия, это состояние нашей души. Означает замечать наши маленькие победы, означает похвалить себя за то, что, может быть, выдержали какой-то сложный период, или позитивные моменты в повседневной жизни, вот именно в то, что в нашем даже быту, что получилось что-то у вас, предположим, совершить, сделать, организовать, какую-то мелочь. Скажите: "Ай да я, ай да молодец или молодчина". Не ставьте, вот, по крайней мере, в этот период, начальный период, первой половины августа, грандиозных проектов. Или не ставьте перед собой какую-то планку, как высоту. Я должен это преодолеть или я должна взять эту высоту. Помните, что наличие ограничений не означает скорости именно. Когда нужно разбежаться так подальше, да, взять старт, и старт этот еще и пониже, и поднажав это ускориться куда-то. Нет, энергии наоборот призывают нас к тому, что мы учимся наблюдать и действовать в тот момент, когда приходит время, когда мы можем сами себе сказать: а вот теперь пора. И вот такие энергии или ежедневное восстановление позволяют нам справиться со стрессом, с тревогой, с апатией, мои дорогие, или эмоциональным выгоранием. Ну, давайте мы с вами узнаем. И первая тема, первая сфера — личная жизнь и любовь, мои дорогие, отношения. И мы несколько подробнее раскроем эту сферу жизни. Первую карту мы достанем для тех, кто в паре. Каковы энергии? Для тех, кто в сольном варианте один или одна. Для тех, кто в сложных отношениях. Далее. Сфера ваших достижений, мои дорогие козероги. Сфера финансов в этот период. Чего вы сейчас не видите? И последняя карта у нас будет означать, в чем вы, возможно, поставили точку, а тут не точка, запятая, а то и какое-то многоточие. И как карта совет, или что вам нужно и важно услышать, принять во внимание именно теперь. Ладно, давайте будем узнавать. Вот смотрите, ну, для кого-то десятка мечей или десятка воздуха в этой карте, она означает, что мы закрываем в прошлую дверь. И имеется в виду, ну, если ваши отношения, ну, семейная жизнь, прямо скажем, или жизнь в паре, это не есть какой-то путь, усыпанный лепестками роз. И я думаю, для союзов, которые проживают вместе, для семейных людей, и если вы в паре длительное время, вы знаете, что увы, семейная жизнь — это труд, нравится это нам или нет. Это где-то и терпение, безусловно, умение понять друг друга или принять человека со всеми его тараканами. Вот и так бывает, ведь на самом деле так. Так вот, десятка мечей, тут, конечно, она может говорить о том, что мы, как знаете, проходим какой-то пункт, точку, которая может стать либо новой точкой отсчета, и тогда мы закапываем топор войны и не вспоминаем былое. Но от того, как мы ее пройдем, она может стать еще и точкой невозврата. Может быть, есть некоторые пункты в ваших взаимоотношениях, с которыми вы не согласны, и вы хотите буквально
Ну, где-то и разорвать, вот, может быть, у кого-то и так. Или наоборот, кто-то из вас, все же мы все разные, а карта нам выпала одна. Поэтому, ну, энергии такие внутренние, они могут быть. Вы с чем-то не соглашаетесь. И, может быть, есть такое внутреннее нетерпение, доколе это все будет продолжаться, да мне все надоело. Очень часто вот такие энергии по десятке мечей как раз и присутствуют. И нам хочется свободы. Я, конечно, могу допустить, что для тех, допустим, у кого отношения ну, не самым лучшим образом складываются. И, может быть, вы уже приложили много усилий, а вас и ныне там. Вы вот в одиночку не можете что-то изменить. Вы можете прийти к выводу именно в этот период времени, что я вкладываюсь в отношения, или я иду на мировую, или я пытаюсь, ну, как-то найти вот это взаимопонимание. Но человек не откликается. Тогда вы будете ну, видимо, для себя определяться с чем-то, чтобы было больше, опять же, порядка в вашей жизни. Но вы можете и завершить какую-то конфронтацию. По десятке мечей это просто какая-то ситуация, история прежняя, она завершается. И вы можете, как я говорила, закопав топор войны, э, теперь уже не возвращаться к какой-то прежней, может быть, ну, или ситуации, или какому-то пункту ваших взаимоотношений, который вызвал вот эту конфронтацию. И не вспоминаем мы тогда былое друг другу. Не совсем предсказуемо выпала эта карта, прямо скажем. Давайте, чего это касается? Вы знаете, тут, ну, я допускаю, конечно, тут у каждого по-разному, по-своему. Но девятка жезлов, посмотрите. И, кстати, в двух картах изображение ангелов. Это колода ангелов-хранителей. Не каждая карта имеет изображение либо крыльев, либо ангелов. Но девятка жезлов– это мы делаем первые шаги навстречу. Поэтому, правда, даже если вы повздорили, не поняли друг друга, э, сказал бы, что вот эта позиция больше напоминает для тех, кто в сложных отношениях. Мы ее потом откроем. Может быть, это как-то перекликается. Но ведь помириться, правда, тут есть возможность. Или даже если мы с чем-то были не согласны, а может быть, это история с родственниками, кстати. И здесь мы налаживаем какие-то контакты. Тогда эта карта будет говорить с одной стороны. Да, перспективы есть, но десятка мечей еще именно в этой колоде означает завершение и свобода. Поэтому тут вот, знаете, у каждого как-то будет по-своему. Видимо, от того, как вы вдвоем готовы продолжать отношения или наоборот что-то завершать. Но будьте аккуратны, мои дорогие. Тут вот точно, если мы куда-то поторопимся или, ну, так безапелляционно будем видеть только свое, или свою линию будем гнуть, или прислушиваться только к своим ощущениям, ну, вряд ли мы тут сумеем достичь взаимопонимания. Вот 2 карты нам об этом. Но и силу вашу приложить нужно, да, или, по девятке жезлов ведь это карта великой силы. И мы говорили, вы сильные люди, это на самом деле так. Но, может быть, знаете, вы для себя как во власти какого-то шаблона были. Вы представляли, что вот это вот совершенно правильно. А карты нас призывают: "А ты тут и свои шаблоны тоже пересмотри, кстати". Может быть, не стоит на чем то настаивать. И ведь тут может быть ситуация, когда нашла коса на камень, и вот как раз по девятке жезлов вот этот камень мы как бы оставляем позади, и мы идем вперед. И нам ничто не мешает. Переложите эту ситуацию, такую неоднозначную, на то, что происходит в вашей жизни, а мы потом на сложные отношения откроем. Ну, для тех, кто все хорошо, вот все таки мне хочется достать. Ну, тут будет, это у нас король жезлов, это командир вообще-то, да? Может быть, это ваш Сатурн как раз с вами так руководит, что очень будет хотеться настоять на своем или руководить процессом именно так, как вы считаете это правильным. А вы практики, мои дорогие, любимые козероги. Поэтому если вы козероги переложите на какой-то практический профиль, и, может быть, создадите по вашим намерениям и целям словно тезис-план. Тут какой-то должен быть очень рациональный и мудрый диалог. Хотя король жезлов может
для кого-то из вас означает, знаете, те отношения, и пусть так будет для большинства, страстные отношения, мои дорогие, когда страсть вспыхивает с новой силой. Но очень важная физиологическая составляющая вашей пары, она вам может помогать. Для тех, кто в сольном варианте, здесь тут тоже нам показывают не совсем сольный вариант. Королева кубков, это может быть, кстати, просто банальная ситуация, когда вы ждете партнера. И вы уже сами не знаете, не то я один или одна. И не важно, что королева выпала. Мы по полу карту не рассматриваем. Это карта эмпатии, это карта и альтруизма, и бесконечной доброты, понимаете? Ну и одновременно ожидания. Вот, может быть, мы ждем того, кто не придет. Или что у кого-то просветление в голове наступит. Мы тоже можем ждать. Вы люди надежные, вы можете и других воспринимать как человека надежного. Ну, вот я тут вижу тогда тут не совсем какая-то однозначная история. Вы можете ожидать где-то внутренне, что какая-то история еще возобновится. А тем не менее нам эта карта выпадает на позицию для тех, кто один или одна. То есть в реальной-то жизни какое-то одиночество. Может быть, это и одиночество вдвоем, я такое тоже могу допустить. Тысячу ситуаций. Иногда бывает так, что и люди-то уже и завершились отношения и де-факто, и де-юре, но жилплощадь, и они продолжают жить вдвоем. И вы будете продумывать, каким образом завершить эти ожидания. Тогда эта карта будет говорить, ты не жди, что тут будет первый действовать партнер. Поэтому я бы сказала, не подзастрять в каком-то ожидании. Вот к чему вас призывают карты. Давайте посмотрим для тех, кто в сложных отношениях. И вам выпадает та, которая все знает. Это карта Верховная Жрица, это карта тайн. Хотя у кого-то эти отношения вызваны тем, что либо у вас есть уже кто-то, да, может быть, еще и прежняя история де юре не закончилась, а де-факто завершилась, и у вас за этот период времени уже есть новый партнер. Или у вашего спутника жизни, у вашего партнера, может быть, даже по браку. Вы подозреваете, тут может быть на уровне интуиции, нет каких-то конкретных фактов. Хотя мы все разные, может быть, и есть у кого-то конкретика. Но вот это недопонимание или что-то тайное, или предчувствие того, что от меня что-то скрывают, может вас провоцировать энергии, когда захочется выяснить отношения. Интересно, с чем это связано. Что тут за тайны? А вы знаете, тут вы больше себе можете надумать. Карта искаженного восприятия. И тогда все равно вот глаза-то нужно открыть. И есть какая-то история, когда не нужно не ожидать, не устраивать одновременно конфронтацию, а вообще как-то посмотреть на нее несколько отстраненно. Имеется в виду отстраненно, как с позиции третьего лица. Без эмоций, самое главное. Где-то нас карта Верховная Жрица призывает к тому, что молчание нам помогает. И это даже в молчании. Ну, или пусть мы храним молчание, но мы-то внутри должны сами с собой определиться. Мы чего хотим. Не ожидать, может быть, чего хочет партнер. Да он там, может, много чего хочет. А вот вспомните о самих себе, мои дорогие козероги, почему-то все карты вам говорят об этом. И ведь тут по девятке мечей нам говорят о том, что мы тут можем очень многое придумать или додуматься. Или вот эта ненужная глубокая философия на мелком месте. Она нам создает искаженную картину. Что это еще? Вот карта призывает к отдыху. Может быть, у кого-то отношения на паузе. Вам хочется что-то прояснить. Именно вы должны принять какое-то решение. Причем это решение мудрое. В первую очередь мудрое. Может быть, и какое-то терпение подходит к концу. Так а какой нам совет дают карты? Новой практики. И вот, мои дорогие козероги, королева жезлов, это и есть человек. С одной стороны, это человек добрый, надежный, но, видимо, терпение, оно тоже имеет какие-то свои пределы. И поэтому если прежняя история закончилась ничем, а длится какая-то пауза, самое время, наверное, прояснить, попытаться, стоит ли вам что-то ждать. Вот ведь не одна уже карта нам сказала, что, ну, есть какие-то тонкости, такие, которые
в воздухе как будто не прозвучали, или вы друг другу не сказали что-то очень главное, важное, или когда один и второй партнер сохраняет для себя запасной аэродром, а сам уже живет другой жизнью, вот что-то подобное может проигрываться. Внесите ясность в ваши отношения. Может быть, сделайте сами первый шаг. Опять же, в практике это истина. И даже если на ваши какие-то разговоры, причем это не конфронтационные разговоры, а, знаете, в спокойном ключе, вообще без эмоций. Вам как будто важно понимать, на каком свете вы находитесь, мои дорогие, что происходит в вашей личной жизни именно сейчас. Ладно, сфера ваших достижений. Тут у каждого по-разному. 13-й старший аркан в этой колоде называется «Отпускай». У кого-то это может быть тоже, правда, завершение, может быть, или смена работы, или когда вы понимаете, что прежнее место работы, оно, ну, какое-то время вам приносит и доход, но на перспективу может что-то не сработать. Для кого-то буквально надоела прежняя история. У вас вообще такие могут быть энергии, когда вот, знаете, противоречия, они на первом плане. И это где-то по личной жизни, мы уже с вами долго об этом говорили, но что-то подобное может проигрываться и в сфере профессиональных достижений. Да, опять же, освобождение, мои дорогие. Вот смотрите, завершение и освобождение, свобода. И то же самое, это первая карта, которая выпала на личную жизнь. И что-то подобное выходит и на профессионализм. Может быть, у кого-то даже из вас э, такой сложный период вашего жизненного пути, когда вы куда-то намереваетесь уехать далеко, в другую страну, в другую местность или другой менталитет. И это, конечно, и завершение личной жизни, может быть, совпадает. И одновременно по профессиональной деятельности вам придется, ну, обустраиваться на новом месте и решать вопросы и денежного плана, и работы тоже. Вот трансформация– эта карта, тут конкретно так и прописано. Поэтому старший аркан вас призывает, даже если вы ничего подобного не думаете, но уже как минимум продумать для себя какой-то запасной аэродром по части ваших достижений. Может быть, вы услышите какую-то информацию, и тогда не думайте, мне показалось. Явно нужно что-то просчитать. А могут быть какие-то такие метаморфозы, или мы сами себе создали какой-то ореол уверенности и думали, что ну вот так будет всегда. А по 13-му аркану нет, тут что должно завершиться, оно завершается. Самое время не настаивать, опять же, на своем, а рассматривать новые варианты, составить какие-то новые тезис-планы. Или, может быть, для себя искать как дополнительный заработок, работу на самого себя. Давайте откроем сферу финансов. Нам тут о чем? Сфера финансов, вы знаете, тут могут быть такие сильные энергии, когда мы можем словно уйти, хлопнув дверью. Вот, кстати. А не совсем тут, может быть, и стоит этим заниматься, потому что когда мы рвем, нас изнутри тоже рвет. Нам очень это сложно. И пусть мы это не демонстрируем внешне, а внутренне-то все равно нам это как-то приходится пережить. Мы чувствуем себя обиженными, а обида нас разъедает изнутри. И вот семерка мечей, она может говорить часто о чем-то подобном, ибо вот эти сильные эмоции нам создают конфронтацию. Конечно, может быть и буквально, фактически был какой-то обман. Или вы считаете, что с вами неправильно рассчитались, все же это сфера финансов. Обещали одну сумму, получили вы другую, и вы понимаете, что это мной кто-то проманипулировал. Ведь это карта обмана. Нам вот здесь двое, именно дети изображены. И явно была какая-то дружба, а теперь мы видим, девочка, свернувшись калачиком, одиноко спит на скамейке. И меч наготове, как у воина настоящего, хоть и маленькая, но воин. А у мальчика, который крадется, пока она спит, причем не спереди подходит, а именно с тыла, боится явно. Так вот у него 5 яблок, а в корзинке девочки всего 2. Ну, была какая-то нечестность. И раньше ж была дружба. Но вот, видимо, какой-то камень преткновения, материализм, когда хотелось заполучить больше. И не дала возможность эту историю продолжать. Тем не менее, в этой колоде карт не везде есть значение ангелов, я уже говорила об этом.
И вот если, к примеру, мы с вами рассматривали на, пусть даже для тех, кто один или одна, и нам выпала очень добрая карта, королева воды. Но ангела нет, крыльев нет на этой карте. И вот где нет, это все зависит целиком и полностью от вас. Здесь нам изображение ангела есть. И нам говорят, что ты можешь помириться, или ты можешь какой-то диалог построить более правильно, или избегать какой-то явной конфронтации. В жизни ведь так и бывает. Вот у вас сложные выпали карты, именно финансы и составляющая по части работы или сфера ваших достижений. У кого-то работа, у кого-то, мои дорогие, может быть, получение документа, и тоже что-то не идет. И, может быть, кончилось, знаете, как последняя капля терпения. Вы можете просто пойти в разнос. А карта говорит, нет, тебя, скорее всего, тебе придется снова искать какую-то диалоговую форму, видимо, с этим человеком. А это всегда сделать сложно, потому что даже сказать «привет» или «здравствуйте» всегда сложнее, когда прежде была, ну, ситуация недопонимания. Поэтому будьте внимательны, если вы даже с чем-то определяетесь, что это конец, или я уже теперь рассматриваю какие-то новые варианты. Это не значит, что мы должны уходить, хлопнув дверью. Или мы должны что-то высказать на прощание. Вот нет, держите марку при любых поворотах. Мои дорогие козероги, как и на личную жизнь, ну вот сфера достижений тоже. Чего вы не видите? Но опять же, карта баланса. Что вам нужно сохранять этот баланс, потому что вам ни вправо и ни влево. Может быть период, и в основном мы, ну, делаем акцент на первой половине августа. Что может происходить? Энергии несогласия, энергии конфронтации какие-то могут быть. Либо вас что-то достало, или последняя капля терпения, кто-то вас достал, я такое могу допустить. А карта говорит нет. Держи, опять же, дипломатию. Вот если ты великий дипломат по отношению к самому себе, то и в последующем для тебя, Козерог, это будет, ну, какая-то ситуация, когда ты себе не скажешь не раз спасибо. Вот вы можете не видеть еще и такой момент, что кто-то из людей будет пытаться вас специально вывести на эти эмоции, зная ваш характер. Может быть, особенности вашей психики, может быть и так. Вполне такое вероятно. То есть это чья-то чужая игра, а вы ее берете за чистую монету. Вот представьте, что вся наша жизнь – игра, и играйте сами. Карта конкретно так и говорит. Когда ты сам будешь, даже если вы не замечали за собой никакого лицедейства и актерского мастерства, первая половина августа, вы посмотрите на все сферы жизни, вас призывают быть немножечко актером. Ну, или сделать такой дебют, может быть, мои дорогие козероги. Вам это буквально помогает, потому что еще много чего вы не видите. И если карта трансформации. Тут ведь знаете как? Ну, вот даже банально, например, на работе, да, ну, мы говорим, да доколе будет длиться эта ситуация, как последняя капля. Мы высказываем все, что мы думаем, уходим, хлопнув дверью. А человек, и мы не видим, пусть этот разговор, к примеру, даже с руководителем. А руководитель вот тоже где-то играет. Ну, пусть даже это он делает ненарочно. Вы же ведь не видите. Может быть, 5 минут тому назад позвонили из вышестоящих организаций этому руководителю, устроили ему взбучку, холку намылили, иными словами, а он теперь вот эти энергии пытается на ком-то вылить, да, выплеснуть вот это свое горе, и пошел сам тоже где-то в разнос. И вы уходите, хлопнув дверью, а потом уйдете, да, а пройдет, может быть, 2-3 недели, вы узнаете, а человек уволился. Его сместили, и вы потеряли какую-то возможность. Вот я на примере этой ситуации пытаюсь объяснить, почему вам этот баланс нужно держать или почему вам нужно быть актером. Люди играют, играйте вы. В чем вы поставили точку? Ну вот восстановить отношения, да, быть актером, наверное. Две карты дуальные, посмотрите, двойка жезлов, двойка земли. Вы же сильные люди, но тут в данном случае вот эту силу, ее переложить на эмоциональный фон нужно, именно на дипломатию. Попробуйте свою силу в вашей дипломатии, и вы сумеете для себя увидеть новые перспективы. Но перспективы не очень новые. Здесь больше говорят о том, что мы сумеем договориться.
какие-то отношения, которые, мои дорогие, для вас все-таки важны. Значит, это карта партнерских отношений и прогресса. Поэтому здесь могут и люди возвращаться, предложения какие-то. А вы тут можете думать, что-то анализировать, сами на себя нагнать какого-то страха. Вы знаете, у вас тут будет много противоречивых эмоций. И они просто вам мешают, мои дорогие. А реальность, она другая. А еще более того, много того, чего мы не видим. Но смотрите, 2 двойки, и у вас что-то должно продолжиться. А вы можете воспринимать, что я сейчас тут быстро все завершу и наведу порядок. А порядок, наверное, в вашей жизни, он складывается именно из дипломатии или из каких-то важных переговоров, контактов, из ключевых персон, которых вы, скорее всего, знали. И это должно быть продолжено. Ну так что же вам будет важно знать или что важно услышать? Карта, все то, что я говорила долгое время, мои дорогие любимые козероги. По пятерке мы можем чувствовать, по пятерке пентаклей, недостаток. Первое, взаимопонимание. Второе, недостаток по финансам. И тут у каждого своя какая-то тема. Причем карта мелкая. Мы можем чувствовать, что сейчас мы должны какой-то выбор сделать, а на самом деле этого выбора нет. Нет этого выбора. Нам просто нужно совместить первое и второе. Как-то правильно, ну, свою стратегию финансовую выработать и правильно учиться договариваться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. Я благодарю, что вы смотрите мои видео, за то, что вы откликаетесь, подробно описываете свои ситуации, потому что, ну вот как сегодня, я, делая расклад, даже пытаюсь представить, что же это может быть, но до конца, конечно, я не знаю. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.